если я правильно понимаю. Да, смотри, он и вызвался дома. Вау. Смотри, какая красота! И у нас получается воплощение Крыслантиды. Ну что же, я всех рад приветствовать, с вами снова эфир и добро пожаловать в продолжение прохождения сборочки Vortex. Ну что же, начинаем! Ох, друзья, что же было в прошлой серии? В прошлой серии, честно говоря, надо вспоминать, что было. Кто не помнит, сразу я раскупал сказочка. Что мы делали в прошлой серии? В прошлой серии, если меня не изменяет память, потому что это было довольно давно, мы пошли в мир крыс. Мы пошли в Крыслантиду. Вон у нас стоит портал. Вон у нас он так вот красивенько тут, скорее всего, виляет. Вот, видите, красивенькие частицы испускают. Мы добыли много всяких довольно прикольных ресурсов. И поняли одну интересную вещь. Для того, чтобы нам продолжить развитие, нам нужен слиток от глоза. А если быть точнее, крысиное улучшение археолог, который уже впоследствии будет использоваться для слитка от глоза. Но здесь есть маленький нюанс, который начинается на очень большой маленький нюанс, заключается в том, что нам нужно воплощение Крыслантиды. Ну и по мелочи тут всяких другие штучки, но на самом деле они делаются довольно просто, за исключением вот этого вот божества, за исключением вот этого вот непонятного чего-то. На самом деле выглядит все довольно страшно, но если вдуматься и внимательно посмотреть, на самом деле это выглядит довольно просто, за исключением некоторых материалов, которые мы по возможности добудем в этой серии. Смотри, у нас есть, да, будем посматривать, будем сейчас подсматривать, потому что нам уже нужно потихоньку собирать ресурсы. Смотри, у нас есть, во-первых, скорее всего, это крысалковый блок. Это 9 крысалка. У меня как раз ровно 9 и есть, кстати. Но не проблема еще добыть, поэтому ничего страшного. Ставим его ровно по центру. Далее нам нужна пиратская шляпа, которая выпала с... Я не помню, правда, кого. Вроде кого-то выпала она с крысы, которая там плавает в Крыслантиде. Я просто не помню. Я уже давно тут не появлялся. Поэтому могу очень сильно жестко тупить. Да, вот она. Раз, два. Кстати, еще и 3, еще и 4, скорее всего. Шляпа. Это у нас, собственно, есть. Далее. Вот здесь у нас вот этот блок стоит. Снизу вот эта штучка у нас лежит. Далее 2 янтарные жемчужины. Точнее, просто жемчужины Крыслантиды. Вот так. Далее, черепок вот этот вот крутой нужно улучшить в его улучшенную версию. Хотя не... да, все правильно. Нам нужно сначала сделать вот такой вот. Слиток волшебного золота. 4 штуки. И 4 плиты из золототита. Давай золотой крысиный череп. Далее. Кстати, его, если честно, можно одеть, если я не ошибаюсь. Нельзя, окей. Далее, что нам еще надо? Нам надо кресло биплана, кстати, которое мы в прошлой серии тоже добыли. Далее, рулевое колесо летучего корабля. Кстати, вот это нужно нам вроде бы сделать благодаря вот этому боссу. Голый крысец какой-то, потому что у меня его такого нету. Но на самом деле это можно посмотреть. Вот. Колокол для вызова летучего голкрыса можно создать, так и найти его в корабле на небе. Наверняка этот видный джентльмен предложит вам запасное рулевое колесо. Капитану всегда приятно видеть нового флибустьера в своих рядах. То есть нам нужно взять вот эту вот штуку. На самом деле делается довольно просто. Окей. Далее что нам еще надо? Тайная археология. Ага, но это падает с крыслантического автоматона. Окей, это нам, кстати, в этой серии еще надо будет убить его, поэтому это мы оставляем как задачу. Вот этот тогда крафт мы сейчас сложим вот сюда, пусть у нас здесь будет, потому что остального мозг крыса Неокрысланд еще какой-то есть, а это, скорее всего, тоже где-то. Во, новый друг. Ядро крыслантического автоматона. Делается в целом довольно просто, на него нужно будет шляпу поставить, окей. Далее нам нужно понять, как добыть вот это вот мегамозг. Попробуйте использовать его на одичавшем Крысланта. То есть нужно флакон вот этот вот использовать на одичавшем вот этом вот. Я в твоей голове. Перевод зашифрованного текста. Окей, тогда что нам получается? Нужно возвращаться в Крыслантиду, но перед этим нужно подготовить ресурсы для вот этого кента. Можно попробовать колокол еще сделать, потому что призрачное дерево у меня вроде бы есть, если я не ошибаюсь, потому что я его вроде бы добывал. Да, вот он, у меня 35 штучек есть. Что нам надо? Да, смотрите, 1 жемчужина. Далее нужно забор.
4 штуки. Одна эктоплазма. Есть такое в наличии. И чего еще? А, все есть. Колокол готов. Я так понимаю, то, что его еще можно использовать где угодно. Без разницы где. Вот, да, из экстоплазмы, выловленном в океане, так и найти его в корабле. Да, я так понимаю, то, что без разницы, где его вызывать. Далее, нам еще нужна вот эта вот штучка и голова. Вот это вот. Вот тоже голова нам нужна. Она нам нужна для того, чтобы призвать еще одного босса. Правда, есть одна маленькая проблема, то, что нам еще нужно будет сходить, добыть вот этих вот мраморных сыров. Хотя можно сделать. Да сколько нужно? 16 сыра. Я понимаю то, что его, скорее всего, можно было бы добыть в Крислантиде, но уже будет, пусть будет так, окей. Вот, кстати, у меня новые задания выполнились. Вот, пожалуйста, клеточная сталь. Кстати, спасибо. Довольно очень полезная штука. Далее. Во-первых, мы еще могли бы вот это сделать. Крысобот. Так называемый, да, потому что эта штука нам тоже вроде бы пригодится для чего-то, если я не ошибаюсь. Ну, во-первых, для сирены, а во-вторых, для вот этой вот штуки, но это нам на самом деле не сильно нужно. Нам еще, во-первых, вот эту штуку нужно выбить. Это так называемая фаустовская душа, крислантический дух. Далее нам еще нужно сделать вот эту вот штучку. Это с цветков. Цветки, скорее всего, я где-то здесь оставлял. Мне надо будет в следующей серии мод установить, который позволяет видеть который позволяет видеть, где какие предметы, потому что это жесть. У меня уже настолько, я понимаю, да, окей, круто, классно, больше много места, много всего, но из-за того, что сильно много всего забитого, надо, ну, блин, я не знаю, какую-то мини-МЕ-систему делать, но тяжело. Очень тяжело. Знаете что? Давай соберем награду ускорения. Спасибо. Стам. Я пока еще не отправился. Знаешь, что случилось? Случилось кое-что интересное. Короче, сидел я, что-то бегал по колонии. Кстати, в комментариях мне писали то, что я забил на колонию. Нет, это не так. Нет, это не так. Просто сейчас они строят довольно много всяких зданий. Вот, допустим, почти дом у нас улучшился. И вот 2 обсидиана нам буквально не хватает. То есть надо сейчас пойти за обсидианчиком сходить. Отдать Розе, получается. Просто проблема заключается в том, то, что сейчас у нас куча других всяких хлопот. И из-за этого... Что у нас получается? Много хлопот других. И из-за этого, к сожалению, проблемы возникают. Эх, что для Розы надо? Тут обсидиан, окей. Все. Из-за этого колония пока что у нас приостанавливается. Пока что. Это на время. Это на время, это не переживайте. Так что да, вот такие вот пироги. Окей, что у нас получается, все накоплено, все ресурсы есть, колония потихонечку строится, можно тогда отправляться в Крислантиду. Вроде бы у меня все с собой ресурсы есть, для крысобота есть, колокол есть. Что мне еще надо? Мне еще надо... Да, вроде бы больше ничего прям интересного мне не надо. Да, можно отправляться в Крислантиду. Вот, я уже здесь. Кстати, дом построился. Буквально в момент, когда я только сюда пришел. Значит, что здесь нам надо? Нам нужна какая-то платформа. Желательно небольшая, желательно на воде. Кстати, можно также вот тут, интересно, да? Да, можно даже вот здесь, наверное, построить платформочку. И давай пробовать. Смотри, нам нужно поставить блок один сюда и один вот сюда. И правой кнопочкой тыкнуть, не знаю. Почему не работаешь? Оказывается, здесь все написано. Он собирается как голем, но вместо железных блоков блоки мраморного сыра. Вместо сердца ядро крислантического автоматона. А завершается постройка головой этого самого автоматона. То есть выходит, мне нужны кирпичи. Или что там, ну, или подожди, или что там надо? Блоки мраморного сыра. То есть, по сути, кирпичи не подойдут, нам нужны именно блоки мраморного сыра. Воу. А вот, кстати, та самая пиратская шляпа. Тогда окей, тогда смотри, сейчас план Б. Мы сейчас подходим вот сюда и смотрим. Плитка, кирпичи, колонна, вода, сырой мраморный сыр. То есть, по сути, нам нужна как раз вот эта вот так называемая штучка. Скорее всего, потому что благодаря нему мы можем получить мраморный сыр, как, ну, логично. И, скорее всего, именно он нам как раз таки и нужен. Ну окей, давай тогда добудем 3 штучки. Стреливайте мне!
Все, уйдя сюда. Спасибо за залог. Тогда подожди. Тогда планы немножко меняются. Мне сейчас нужно... Сырой мраморный сыр, я так понимаю, переплавить для того, чтобы получить блоки мраморного сыра. Я так правильно понимаю, да? Ну да, мраморный сыр, все верно, все, я правильно понимаю. То есть вся эта конструкция должна выглядеть примерно как-то вот так, только еще по бокам должно быть 2 мраморных сыра. Ну и получается будет у нас этот самый автоматон. Так, подожди, тогда может быть еще здесь что-то надо. Нет колокола для вызова летучего гулкрысца. Гулкрысца, я не знаю, как правильно будет читаться, но скорее всего, да, нужно просто тыкнуть по нему, и будет у нас чудо. Хотя, кстати, скорее всего, этого автоматона можно вызвать и дома, наверное, если я правильно понимаю. Да, смотри, он и вызвался дома. Он ломает блоки! И у него, кстати, довольно много хп, я заметил. Только убить мне его, конечно, желательно с помощью косы. Для того, чтобы сработала удача. Пожалуйста, человек или крыса против машины. Нам выпадает та самая технология и древний пыльный лист. Это... Куда я выбросил косу свою? Это, конечно, все круто, но у меня поломались пилоны. Мне он пилоны, мать его, сломал. Я не знаю, сколько здесь должно быть расстояние. Ага, на 3-м блоке. То есть вот на вот этом блоке должен стоять пилончик у нас. Ну, надеюсь, теперь все правильно. Если правильно, то это очень круто. Окей, значит, у нас еще плюс некоторые предметы. Смотри, у нас получился пыльный диск, который должен стоять, по сути, здесь снизу. И выходит та самая тайная технология, которая нужна для вот этого блока. Но для него также не забывайте, нам еще нужно рулевое колесо и мозг крысы-экстрасенса. Окей, значит, что нам нужно здесь еще? Да, мозг вот этого вот крысы-экстрасенса, и все. Окей, тогда мы сейчас давай вот сюда закинем этот предмет и давай еще попробуем, не знаю, вызвать тебя. Этого так называемого крысу какую-то там. Давай попробуем. Летучий гулкрысец сможет появиться только ночью. Ага. Ну, раз уж только ночью, тогда мы подождем, как говорится. Также не забывайте то, что нам еще нужно пламя духа Крислантиды, которое падает с крислатического духа. И, кстати, у нас ребеночек растет. Это значит, что у нас прокачался какой-то из домов. Вот этот, если я правильно понимаю, у нас прокачался домик. Правильно же понимаю? Ну, скорее всего, да, я правильно понимаю. Сейчас только нужно поставить этот дом на прокачку, да? Ну да. Потому что, скорее всего, он нам нужен для еще одного жителя. Здесь у нас еще один дом улучшается. Кстати, это какой дом еще? У меня же еще там дома есть. Точно. Блин, мне аж интересно стало в этот момент, а сколько у меня жителей вообще, и чем они заняты? Смотри, кузнец, шахтер, исследователь, ученик, учитель, незерский шахтер, повар, безработный первый. Еще один безработный у нас появился. У нас 2 безработных. Так это очень плохо на самом деле, то, что у меня столько безработных уже. Не, ну хорошо, ладно, это неплохо, это хорошо довольно, потому что мы сможем благодаря этим безработным, знаешь, что сделать? Правильно, мы сможем построить казарму, которая в будущем нам позволит защищаться от всяких нападений и прочих всяких делов. Кстати, подожди, мне послышалось или я слышал где-то здесь Эндермен? Вроде бы даже внутри здания на 2-м этаже. Да, я слышал здесь Эндермена, который где-то, по всей видимости, сейчас будет на меня нападать. Вон он, да, смотри, я угадал. И вот, пожалуйста, плюс 2 эндержемчуга. Спасибо, прикольно. Ну а тем временем, окей, давай пробовать вызывать этого духа. Вау! Смотри, какая красота! Смотри, летучий гулкрысис. Блин, он летает, скорее всего. Или нет, кстати, или он не летает. Ну как, нет, он летает. Сколько ты урона наносит, мразь! Нет, мне 100% нужно убивать его магией. Он очень больно бьет. Блин, у меня есть луч, который меня... Вот, истощающий. Блин, у меня маны не хватает. Это очень больно сейчас было с твоей стороны, кстати, друже. Здесь летает какой-то меч. Не знаю, что бы он значил, конечно. Это, скорее всего, он запускает их. Возможно, он запускает их как бумеранги, кстати. Но я точно не могу сказать, потому что сам не сильно знаю. Воу, ты что взрываешь тут все? Оп! Всё. Little. Не знаю, что бы это значило, но у меня немножко чума.
Спасибо. Окей, еще один предмет для создания вот этой вот крутой крыслантиды у нас есть. Кстати, еще сюда нужно эктоплазму поставить, а вот эта штучка нам нужна была для вот этого. Все, окей, это мы оставляем и ложимся спать. Сейчас нам остается тогда что? Сейчас нам остается тогда отправиться за каким-то экстрасенсом, я так правильно понимаю, да? Скорее всего, да. Потому что, смотри, рыба-крыса у нас где-то здесь должна лежать. Скорее всего, если не здесь. А ее, скорее всего, здесь и не будет. Потому что? Спросишь меня, да? Потому что я и сам... А, вот она, рыба-крыса. Рыба-крыса это вот сюда. Далее, по центру еще один, кстати, нам нужен коренастый шаблон. Ну окей, он делается довольно просто, но проблема в том, что у меня всего лишь 3 кусочка крысалка. А, ну и здесь 39, тогда ладно, все, отмена паники. Отмена паники, все хорошо. Давай тогда сделаем еще одну. Я, правда, не знаю, есть ли у меня эти самые, вот такие типа пластины, которые нам нужны для сырого, вот гравированная пластина. А, нет, у меня их точно не будет. Нам нужна призрачная плоть и сланцевые кирпичики. Вот они, только они, я помню, у меня вроде бы где-то должны быть. Вот они, сланец души есть, все в порядке, не переживаем, все есть. Просто я забыл, что я сюда их выложил. Значит, смотри, нам нужно сделать вот так. Есть такой нюансик у нас. Сланец обращается в обратно. Давайте возьмем еще также улучшение крысиное. Вот оно. И сделаем еще один сырой крысиный жетон. Теперь в эту же очередь мы его забрасываем вот сюда. Получаем обратно коренастый сырный шаблончик. Главное его случайно в доме не использовать. И закидываем вот сюда. Что нам надо еще? Нам нужно вот это вот лепесток. Вот этот вот крутой, который, кстати, буквально недавно сделал. Блин, его... Вот они, вот лепестки крыслантиды. Мы запихиваем вот сюда. И мне остается всего лишь 2 предмета. Это вот череп, который нам нужен. Для него нужен мозг экстрасенса. И вот это вот пламя духа крыслантиды, которое падает как раз таки с крыслантического духа. Но есть маленькая проблема в том, что падает, я так понимаю, да, 1 штука всего лишь падает. А хотя нет, от 0 до 4 падает. То есть может быть больше. Окей, ну допустим, нам выпадет 1 штука. Окей. А что нам надо для вот этого босса? Нам нужно зелье, а здесь нужно 6. Ну придется искать. Выходит, что нам надо? Нам надо нам нужно просто... Давай, кстати, пока я не телепортировался, возьмем сразу же флакончик один. Скорее всего, да, у меня их здесь вполне достаточно. Возьмем 1 флакончик и возьмем еще 1 коготок, который, скорее всего, у меня где-то вот тут лежит. Вот он, да, коготь одичавшей крысы. И нам нужно просто 6 взять этих. 6 эклоплазм. И, кстати, еще нужно лепесточки. Лепестки. Еще нужно сделать 1 лепесточек. Окей, это не проблема. Вот, пожалуйста. Все, у нас готово все для зелья. Нам останется лишь только, по сути, своей добыть вот этих вот духов. И все, да. Пока у нас не наступила ночь. Почему у меня свитки не привязаны, кстати? Строитель не установлен, строитель не установлен. А что это так внезапно, кстати, интересно у меня? Не понял. А что это вы у меня отвязались? Надо, подожди. Вот раз. Все, розочень есть. А, у Павла тоже есть. Что нам надо? Дом. Окей, ты что хочешь, ты строишь таверну. Это все, конечно, очень круто, классно, весело. Я хотел узнать, сколько у меня осталось прокачек. У меня осталось, у меня осталось 1, 2, 3. И все буквально. Сейчас улучшается дом. 1 всего лишь. Нужно будет глянуть, что насчет 2. Склад строится у нас. Ну, буквально 5 штучек у нас осталось всего. И можно переходить на 4 уровень. Это, кстати, одна из тоже причин, почему я забросил, так скажем, на колонию. Потому что я сейчас жду, пока у нас все прокачается до 3. А потом уже прокачивать. Да. А потом уже прокачивать все на 4. И как я сказал, у нас тут домик тоже не прокачивается, поэтому пусть прокачивается. И когда мы прокачаемся на 4 уровень, мы попробуем сделать казарму и также сторожевые посты для того, чтобы было легче нашим кентам жить и радоваться жизни, как бы это ни было странно. Поэтому да, сейчас мы немножко дожидаемся ночи, пока можно поставить в колонии, посмотреть, пофантазировать, что нам нужно еще. Даже не пофантазировать, посмотреть, что нам нужно еще для вот этого вот улучшения. Шляпа археолога окей, кусочки есть, кисть окей, легко. Вот это вот мистический документ. Отрывок древних знаний. Ага. Можно посмотреть, где он выпадает. Он выпадает у нас 70-я волна горнила боли. Значит, находится он в древнем городе. Дальше катакомбы, стена.
в гробнице в Стронгхолде. Кого-то... Ага, курьера бьют такой... Ах, вы ж какашкины. Вот это делать нам не надо. С кого еще? Магической книжной полки. Какой там шанс, мне интересно? 5%. Опять-таки крепость, катакомбы. Опять-таки крепость и цитадель. Все. Больше здесь ничего не дает шанс. Не, на самом деле нам эта штука нужна очень сильно, потому что... Ну, логично почему. Потусторонней лавки я найти нигде его не смог, потому что его, видишь, буквально нигде нету, если... нет, есть, ладно. Отрывок древних познаний. Но стоит это все 32 осколка души. То есть мне для 4 штучек... я даже, кстати, не могу не писать, потому что мне не хватает. Вот, для одного отрывка нам нужно 32 осколка души. На самом деле я могу пофармить, на самом деле. Смотри, мне нужно 8, да? Мне нужно 256. Это 4 ровно стака осколков души. Вот этих вот. Отрывок древних познаний, да? Не, я-то могу и АФК постоять, это не проблема. Но, блин, стоять так долго в АФК, это будет жестко. На самом деле я еще вот это могу сделать, потому что это в целом не проблема. Чтобы, знаешь, одну штучку получить или сколько, да, одну штучку. Сэкономить себе немного времени. Да, где-то нам нужно будет это надыбать. Скорее всего, да, скорее всего нам нужно будет это найти вот где-то здесь. Можно попробовать в цитадель, или не цитадель, а катакомбы сходить, потому что катакомбы у нас можно найти с помощью компаса. Кстати, прямо вот сейчас можно найти, попробовать. Катакомбс, вот они. Да, вот, пожалуйста, 409 блоков в ту сторону называть. То есть это в целом можно найти. Еще и это самое. Еще и нападение. Что здесь происходит? Скорее всего, вон оттуда, да. Я чертовски прав. Блин, на самом деле их уже прям сильно много. Посмотри, сколько их тут. Не, я понимаю то, что они не ровны, да, я понимаю. Но сам факт просто в их количестве уже... Я просто не знаю, насколько хорошо справится моя колония с... даже, окей, если будет там, не знаю, уже алмазные топоры здесь. Не знаю, насколько хорошо справится колония, когда нападет на них, ну, огромная орава довольно налетчиков. Сама причем, даже не с помощью кого-то, сама. Ну, окей, что-то я сильно заболтался. У нас уже на улице ночь давным-давно. Нужно отправляться в Крислантиду для того, чтобы находить духов. Мне сказали то, что нужно пойти на открытую точку, дабы где-то здесь появлялся этот дух. И насколько он часто спавнится, хрен его знает. Поэтому, скорее всего, нужно просто ждать. Скорее всего. Потому что здесь просто написано, вот, дух появляется ночью. Наш совет, выйдите на открытое пространство, чтобы дух не вывел вас из себя. Это я, скорее всего, так понимаю, потому что он двигается через стены, и какого-то спавна у них так такового, ну, знаешь, типа объемного нету. Да, окей, чанухи побольше сделаю, штучек 16 поставлю. Может, это как-то поможет, знаешь. О, вижу. Вижу. Вон, смотри, ходит. Ходит, бродит, вот он, смотри. Я могу... Ага, он уклоняется, видишь? Блин, мне бы его как-то кокнуть на самом деле. Блин, а что мне поможет это сделать, интересно? Ну, явно не пламенный шарик. Блин, то, что он, конечно, один там заспавнился далеко, это грустно. Да уйди ты вы, ё-моё! Мне быстрее эти крысы выведут, нежели вот эти вот духи. Ну, блин, кстати, заметьте, это всего лишь один дух. Ни больше, ни меньше. Просто еще проблема в том, что он на меня не обращает внимания. То есть мне нужно сейчас, вот знаешь, где? Во, убил. Во, вижу, летит. Оп, сколько? 3 штучки подобрал. Ну, как бы круто. Как бы очень круто, классно. Но мне надо сколько, я посчитал. 7 штук мне надо, если не ошибаюсь. Вроде я говорил 7, потому что здесь нужно 6. Также здесь еще одна штучка используется. Ну да, значит нужно еще 4. Но будем ждать, что получается. И что же, спустя небольшой промежуток времени у меня уже 7 штучек. Это очень круто, классно. Мы сейчас, смотри, как мы делаем. Мы заходим в наш инвентарь, делаем вот это вот флакон сознания. И теперь нам нужно найти где-то одичавшего крысланта. Он спавнится, если я не ошибаюсь. Так, это у нас, ну, явно не... Это вообще флебуксерное. Спавнится где-то в шахтах. Что-то наподобие того. Поэтому, скорее всего, нам нужно его где-то искать в шахтах. Понял? Где-то типа наподобие того. Потому что ближе их нигде не будет. Либо вот, можно ориентироваться по меткам на карте, чтобы понимать, может, где-то здесь, знаешь, есть какой-то. И да, смотри, я оказался прав. Тут где-то
мелкая шахтенка. Я слышу еще... ну это скорее всего тот же самый крыс. Смотри, мы берем вот это зелье, кидаем на него, и у нас появляется этот вот крыса-мутант. Кстати, а он довольно красивый на самом деле. Только проблема есть маленькая в том, что я его не видать. Где ты? Мне нужно, чтобы моя слепота прошла. Во! Здрасте. Куда я в полет отправился-то, ё-моё? Надо истощающий луч срочно использовать. Где? Плохо. Плохо, очень плохо, очень плохо. Во, более-менее. Стало получше. Ауч, 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 ауч. Да спокойно, не надо меня трогать. Не, ну ладно, ему использовать, конечно, телепортацию. Допустим, вот сюда. Ну, мне вообще на пол надо желательно, конечно. Во, все на полу. Мы скушаем немножко маны. Ну, как ман. Скушаем чуть-чуть вкусной еды. Теперь вопрос, где он летает? Ну, все, я его потерял. Где-то в той стороне. Потому что, видишь, у меня только что пропала плашечка с ним. Во, это одичавший. Это немножко не то, что мне надо. Это хорошая подсказка, скорее всего, на то, что он где-то рядом. Вот он, привет! Блин, а можешь как-то спуститься чуть-чуть? Ну да, он немножко даже себя лупит. Видать, он сильно себя любит подбивать. Так, ну ты же меня видишь, это 100%. Ауч, ты сильно больно бьешь, я тебе так скажу. Вот, все. Но, чувак, я плох в математике, сказал он. И нам выпадает мост. Да спокойно. Он меня до сих пор бьет. И видишь? До сих пор бьет меня. Скорее всего, оно долго будет, на самом деле, меня бить. Наверное. Не знаю, насколько это, конечно, правдивая информация, так скажем. Давай тогда весь мусор повыбрасываем. И да, у нас есть теперь мозг крысы-экстрасенса. Давай тогда телепортируемся домой. Сейчас что мы делаем? Сейчас мы, получается, да, много чего делаем. Смотри, мы берем вот эти все предметы, совмещаем их здесь, получаем череп крысы-крыслантиды, кладем вот сюда и вот сюда. Все предметы у нас готовы. Спросишь, для чего? А я думаю, и так ты все хорошо понимаешь. Да, все правильно, для того, чтобы создать тот самый крутой череп. Блин, кто там убивается уже? Ах ты, мразь! Давай вали отсюда. И что, еще один? Вы, ребятки, что, решили тут поплодиться сейчас, пока меня не было здесь? Ну, ребята, не надо. Не-не-не. Возвращаемся домой после таких тяжелых драк. Берем, давай, все предметы. И сейчас мы, по сути, сделаем всего лишь один из нужных нам материалов. Блин, какой же на самом деле тяжелый крафт. Но давайте выкладывать все предметы как нужно. И у нас получается воплощение крыслантиды. Власть в чистом мире. Получаем за это много денег. Блоки шестерней. Спасибо большое. Окей. У нас есть один целый предметик. Из довольно многих на самом деле, потому что нам еще нужно довольно много других предметов. Допустим, мы сейчас можем сделать так называемое улучшение. Вот это вот, которое нам нужно для нашего улучшения археолога, есть такое. Ну и дальше по мелочи, да, нам нужна шляпа археолога, которая вроде бы у меня где-то должна лежать, но я в этом честно сомневаюсь. Потому что я не знаю, где она может лежать у меня. Она у меня может где-то быть, но хотя не проблема ее достать, на самом деле. Ее можно спокойно либо выторговать у зоомагазина, либо, не знаю, либо пойти где-то выбить условно. Да, скорее всего у меня ее нету, но не беда, окей. Ничего страшного, мы сможем спокойно сделать так называемый этот самый крутой прикольчик. Смотри, кстати, смотри, что у нас открылось. После крысиного нутра у нас открывается, во-первых, палеонтология. Да, крыса-археолог занимается всякими крутыми штучками. И у нас открывается время разделения после мегакрысы. Кстати, делается довольно просто на самом деле. Это улучшение бесполезно без объединителей улучшений. И дальше будет разделитель крысиных улучшений, а также объединитель крысиных улучшений. Только для этого еще
нужна будет одна воплощенка, вот это вот. Ну, блин, это уже будет сильно дорого, на самом деле. Это будет прям чересчур дорого. Потому что мне, считай, все предметы нужно будет фармить заново. Хотя, на самом деле, вот эта штука нам пригодится для обелиска гармонии, к которому мы стремимся. Да. Но, к сожалению, пока мы будем, как сказать так, сосать чепчих, потому что мы не сможем ничего сделать. Точнее, не, мы не сможем даже банально сделать данный обелиск, потому что... Вот почему. Хотя, скорее всего, можно будет выбить. Но, ладно, окей. До вот этого вот, что нам еще надо. 4 кусочка акресалка. Это у нас тоже в целом есть. Кисть можно даже сделать, на самом деле, даже сейчас. Потому что предметы, я надеюсь, все на это есть. Ну, вроде да, вроде все есть, вроде все хорошо. Это, получается, наша первая кисть за эту всю сборку. А квест будет какой-то за это? Не будет, ну ладно. Да, нам же остается всего лишь шляпа археолога с кадавров и скелетов в джунглях. То есть мы можем либо отправиться в пустыню, подождать, пока заспавнятся кадавры, либо скелетов поубивать в джунглях. Блин, на самом деле довольно странное задание, я вам так скажу. Но я ничего не могу противопоставить, потому что у меня буквально выхода нету. Окей, давай возьмем еще награды. Получаем 4 гамбургера. Спасибо большое. И что у нас выходит? Скорее всего, крысиное улучшение мы сделаем в следующей серии, но... Перед этим я все-таки хотел бы отправиться в то самое катакомбы, или вроде как это называлось. Только где мой вопрос? Компас структур. А, вот, я его сюда случайно запихнул, о, дурак. Вот, потому что у нас где-то вон там находятся катакомбы, но там метки у меня никаких нету, смотри сам. Нет у меня никаких. Вот это есть штучка какая-то. Но скорее это всего не то. И это находится даже ближе, нежели... тюремной камеры. Хотя, кстати, возможно, это вот строение. Да, телепортируемся, будем идти отсюда. Да, нам ровно вон в ту сторону идти. И вопрос, что у нас находится в той стороне. Нет, кстати, в той стороне у нас находятся не катакомбы. Там у пироманта, который мы были. Это что-то у нас другое. Так, и вот я уже подхожу. Вот где-то вот здесь они находятся. 25 блоков буквально. Вот 10 уже блоков. И вот я ровно сейчас нахожусь уже под ними. Вот, то есть буквально вот ровно подо мной находятся это вот непонятные какие-то катакомбы. Скорее всего, мне ровно сейчас под себя нужно копаться, как говорится. Нарушать самое главное правило Майнкрафта. Но у меня в целом невесомость, огнеупорность, все что хочешь. Поэтому думаю, это не будет какой-то сильно большой для меня проблемой. Поэтому нужно просто спускаться вниз и скорее всего искать какие-то катакомбы. Просто на самом деле там много чего и дропнуться может полезного. Прям очень много чего на самом деле. Чего хотелось бы на самом деле получить. Поэтому надеюсь то, что... Так, куда-то прокопался. Войдите в катакомбы. А я здесь катакомб никаких не вижу. Подожди, может мне надо, наверное, 3 на 3 здесь покопать немножечко, знаешь? Нет, вроде бы здесь никаких пока что не имеется приколов. А нет, есть, смотри. Есть, все-таки что-то есть. Да, смотри, да. Скорее всего, здесь, как в целом и везде, у нас будет куча всяких пасхалочных комнат. Скорее всего, вот здесь, да, вот видишь, по всяких... книжек миллиард всяких. Вот удача 2 острота. Скорее всего, да, здесь просто нужно все комнаты ломать, знаешь. Для того, чтобы понимать, где я был, а где не был. На самом деле комната большая. Катакомбы большие довольно. Ну да, на что я на самом деле надеялся. И здесь, скорее всего, мы можем найти что-то очень интересное. О, подожди, а я его знаю. Я знаю этого... моба. Я знаю его. Не, ладно, планы отменяются. Планы очень сильно отменяются. Я просто знаю, кто это. Понята опасная штука. Я знаю, кто это, и я понимаю то, что... Ну, я, конечно, понимаю то, что это наш сейчас уровень. Да, окей. Да, уйди ты. Кто меня бьет там? Скорее всего, это у нас заявочка на следующую серию. Или нет. Или прямо сейчас мы это сделаем. Да, я думаю, можно прямо сейчас. Короче, смотри. Я сейчас вот эти всякие ненужные предметы повыбрасываю. Во-первых, за пластинку большое спасибо. А во-вторых, при заходе внутрь ничего не происходит. И начинает, слышишь, музыка играет. Какая-то очень страшная. Мне нужно нажать правой кнопочкой по данному существу.
У меня броня целая, да? Вот, смотри. Просыпается король глубин. Смотри, что происходит. Мертвый король. Давно его на самом деле не видел. Но скорее всего я сейчас с ним разберусь очень быстро. Скорее всего, да. Очень быстро я сейчас с ним разберусь. Потому что это моб, который меня на самом деле очень, ну как сказать тебе так, очень много доставлял проблем, когда я играл еще на сборке Edenium. Но сейчас этот моб мне не доставляет никаких абсолютно проблем. 14 теневых самоцветов! И кровавый посох. Вот это, кстати, очень крутая штучка, я могу так сказать. Только дай мне, пожалуйста, вот эти вот штучки. Спасибо большое. Смотри. Во-первых, уйди отсюда. Череп и сушителя мы получаем. То есть, короче, суть в чем? Это обувас, логично в целом, я думаю, которого мы убили. Мы получили вот такой вот кровавый посох, который теперь условно будет добавлять нам, во-первых, силу заклинаний, урон призванных существ и здесь плюс 15 силе заклинаний крови. То есть вот это вот заклинание он будет улучшать. И в том числе мы можем какие-то другие вот кровяные использовать. Например, вот истощающий луч 10 уровня, кстати. Мы можем его сейчас буквально вот поменять, потому что у меня 6 уровня. Теперь вот, пожалуйста. Ну это череп. Окей. Вот допустим вместо вот этого вот, пожалуйста. 10 уровень. Спасибо. И мы можем его использовать. Да, конечно, маны требуется просто жопой жуй на самом деле сколько. И я бы очень, в скором бы времени на самом деле разобрался бы с этим. Но, увы, я себе позволить ничего не могу. Зато 14 теневых самоцветов. 14, ты понимаешь, Карл? 14. Это очень и очень дохрена. И, кстати, стат построился, я заметил. Но есть одна маленькая проблема. Смотри, у данного босса, теневого короля, называемый, на самом деле здесь нету. Скорее всего, если я просто введу вот так. Есть еще книжка. Если не забываюсь, вот она, Некрономикон. Вот, она выпадает тоже с этого босса, но шанс либо, собственно, данный посох, либо же книга. Ну и мне повезло, прокнула на посох, естественно, к сожалению. Но... ну, кстати, нет, у меня не прокнул шанс просто. Да, он просто не прокнул. Хотя, возможно, один из этих, да, скорее всего, просто прокнул какой-то другой предмет. Но не сам факт. Сам факт заключается в том, что если бы выпала книга, во-первых, здесь 10 заклинаний было бы, плюс 200 маны, потому что вот этот сейчас мой так называемый фолиант вообще ничего не добавляет. А вот этот вот добавляет, во-первых, 10 заклинаний, плюс 1 уровень к воскрешению мертвых, плюс еще улучшает силы заклинаний для кровяных заклинаний и имеет в себе еще 4 своих заклинаний. Да, это очень крутая штука, поверьте мне на слово. Но, увы, к сожалению, мы себе этого позволить не сможем. Нам бы желательно сделать броню. И на самом деле я могу ее сделать, потому что делается она довольно легко. То есть буквально у меня все ресурсы для этого есть. Но смотри, броня пироманта, она довольно слабенькая. То есть, не, ладно, окей, она не слабая, она очень хорошая, но... Просто проблема в том, что хотелось бы что-то мощнее. А мощнее мы, к сожалению, ничего не сможем сделать. Только лишь починить, только лишь докинуть сюда всякие вот, видишь, улучшения, к примеру, с помощью Эмбера. Кстати, на самом деле нужно будет почитать это все, что она добавляет. Но сам факт в том, что эта броня, во-первых, силе заклинания огня дает, соответственно, силу заклинаний и ману дает. И нам бы поискать, что здесь дает больше всего. Дает, я так понимаю, больше всего незритовое одеяние, скорее всего, но или специализированная броня, допустим, для, вот, условно, Эндера, святости, льда, молнии. Это просто, я так понимаю, броня природы, призыва и, соответственно, крови. На самом деле, крови я бы сделал, но это у нас флакон крови, который, к сожалению, у нас, если я не ошибаюсь, есть, но мало очень, да, 8 штук. Мы можем сделать... хотя нет, руна крови есть, вот, пожалуйста, 4 штуки есть. Мы даже, на самом деле, можем сделать, скорее всего, эту броню. Она по силе, кстати, на самом деле, она
по силе как алмазы, но твердость у нее меньше, да, плюс 2 твердости. То есть, по сути, мы можем сделать, но это нужно будет посчитать сколько. То есть 24 разделить на 2 это 12 крафта, 12 умножить на 6 это 72, 72 нужны эссенции волшебства, плюс сколько? Плюс 12 тканей, нет, плюс 24 ткани, да, плюс 24 ткани, это нам нужно... Ну, короче, нормально вещей нам нужно, но, скорее всего, у меня все эти предметы есть, и можно в следующей серии, на самом деле, эту броню сделать. Поэтому, да, на самом деле, я оставлю эту броню, в будущем будем мы ее делать, хотя, возможно, мы даже в следующей серии ее сделаем и зачаруем. И, да, вопрос остается открытым насчет вот этих вот манускриптов, потому что, во-первых, он падает с кого-то. Ну, в оригинальном моде, без измененных крафтов, он падает, на самом деле. Поэтому, возможно, я просто дурак. Да, то есть, ну смотри, просто он максимально мелкий шанс имеет. Максимально мелкий. То есть, ну, легче, на самом деле, реально накопить 4 стака этих душ, потому что это будет очень долго. Будет гипер долго, и легче, мне кажется, накопить гораздо. 4 стака просто этих душ. И тем более, на самом деле, кстати... Мы же можем, скорее всего, если все правильно я понимаю, браться ящеры, оргии. Блин, я просто не знаю, будет ли выпадать с вот этих вот существ, так называемые осколки души, потому что, к сожалению, я и купить их не могу, увы. Ну, потому что они легко получаются, на самом деле, да, тут согласен. Да, поэтому, скорее всего, мне придется немножко пофармить, ну, в целом, ничего страшного, потому что почему? Потому что в целом это все довольно легко делать, это просто немножко пофкашить, да и все. Окей, тогда цель на следующую серию какова? Накопить 4 стака осколков для отрывков, сделать, соответственно, мистический манускрипт, потому что осколок как она выпал в квесте, и шляпу археолога получить. То есть это буквально в пустыню сходить. В пустыне я, наверное, даже находил где-то здесь по карте. А если не находил, то найдем. Да, если не находил, то спокойно найдем с помощью компаса природы, это в целом не беда. И сделаем нагрудники культиста, да, в общем и целом броню этого культиста сделаем. Да, в целом, да, все. Благодаря этой крысине археолога мы наконец-то сможем сделать изглосовый слиток, если я правильно понимаю, потому что мы эти все серии именно к нему стремимся. Если, да, вот изглозовая смесь позволяет, да, превратить в слиток изглоза. И наконец-то, благодаря нему, мы сможем сделать нашу базовую схему управления, которая в будущем нам позволит делать очень и очень много чего вкусного, в том числе механизированную центрифугу, которая позволит нам сделать, ну, к сожалению, конечно, не то, чтобы хотелось мне на самом деле, потому что я хочу переделывать уже свои соты в блоках, да, то есть у меня сейчас сот уже, наверное, там гипер много накопилось. Ну, угля, конечно, много. Да, видишь, то, что у меня вон там по 1000 уже копится, там еще больше. Но блоки именно в центрифуге с подогревом, к сожалению, переделываются. Да, больше нигде. Она делается, к сожалению, благодаря вот этому. Это с помощью вот этого. А, кстати, это мы сможем сделать, потому что у нас появится много базовой схемы управления. Но, на самом деле, не так уж все и быстро получится, потому что нужно будет очень много сглозовой смеси фармить. Сглозовая смесь, сами понимаете, эта штучка не из легких, потому что, смотри, сглозовая смесь это по сути вот такой вот крафт. Здесь, к сожалению, падает либо с зомби-бочки, либо с помощью вот этого вот кинта. Да, то есть, ну, окей, ладно, это довольно легко, согласен. То есть, либо вот с темного вихря, либо зомби-громилы, падает эти вот изглозовые смеси. То есть можно как-то найти там, не знаю, условно темный вихрь, но, к сожалению, не сейчас, потому что у нас доступа к нему нету, к сожалению. Либо зомби-громилу. Сделать условно какой-то спавнер на них, но, к сожалению, тут такого сделать нельзя. И фармить себе спокойно эти предметы. Окей. Тогда да, план на следующую серию поставлен. Можно попробовать еще одни катакомбы найти, на самом деле, если есть такая у меня возможность. Я, скорее всего, опять запихал какую-то... А нет, все нормально. Да, но он показывает сейчас мне вон туда, на те катакомбы. Но это можно телепортироваться просто в какую-то далекую местность и еще раз попробовать этого босса убить, для того, чтобы получить еще книгу. Для того, чтобы было вообще прям очень круто. Ну и да, и потихонечку продвигаться, потихонечку стараться что-то делать. Потихонечку становиться намного сильнее и круче классно, чтобы последующим образом получать очень много всякого. Например, кольцо маны мы сможем сделать, которое будет еще плюс 100 маны добавлять. Но да, сделаем это все в следующей серии. Да, как вы поняли, на этом я буду постепенно заканчивать. В следующей серии нас ждет довольно много всяких интересных открытий, в том числе мы наконец-то сможем использовать изглозовую смесь по назначению. Мы наконец-то, скорее всего, сможем сделать базовую схему управления. Также мы сделаем новую броню, новое зачарование, новое заклинание. Все это будет в следующей серии.
Поэтому да, спасибо огромное за просмотр, подписывайтесь на канал, также не забывайте подписываться в телеграм-канал, и там выходят довольно интересные новости. Также, как вы могли заметить, у меня на канале выходит сейчас новая рубрика Нейрогенез. Я буду очень рад, если вы проявите активность на данном сезоне, потому что это экспериментальная рубрика на моем канале, и было бы очень приятно узнать ваш фидбэк по данной рубрике. Поэтому, да, обязательно пишите ваши впечатления по данными сериями. Я, если что, ссылку оставлю на первую серию в описании, поэтому, если кто не видел, обязательно посмотреть. Ну, либо подсказка там справа сверху где-то вылезла. Поэтому, да. Также не забывайте еще подписываться на соцсети разработчиков, ведь благодаря им мы играем в такой, ну, реально крутой проект. Также, если кто-то хочет поиграть на данной сборке, переходите на сайт данной сборки, находится также в описании, покупайте сборку. Она стоит довольно недорого и на самом деле стоит того, потому что здесь довольно продумано все, буквально от мелочей. И еще, если кто не знал, кто смотрит телеграм-канал разработчиков, там выходит сейчас очень крупное обновление, которое в разработке уже, и скорее всего мы его затронем. Но главное, чтобы не случилось казуса и мир нас не сломался. Но об этом всем мы узнаем позже. Кстати, вон у нас товарно построилась. На фоне таких красивых салютов я вам всем говорю: всем хорошего дня, всем хорошего настроения. До скорой встречи, друзья. Еще услышимся. Пока!